Как работает кофеин? Представьте, что у клеток имеются специальные ворота, и в них стоит телохранитель, вышибала, который воспринимает как добро или как зло различные молекулы. И самая его любимая молекула – это аденозин. Это аденозиновые рецепторы. Аденозин – молекула утомления и усталости. Когда она приходит к клеточкам, клетка понимает, особенно клетки нервной системы, что настало время отдохнуть. Накопилась усталость и утомление. Что делает кофеин? Кофеин подходит к этим рецепторам и занимает эти ворота, потому что к кофеину эти рецепторы тоже хорошо относятся. Аденозин слабже кофеина, и поэтому он копится снаружи дверей, копится, и ждет, пока кофеин не уйдет. Кофеин уйдет через 5-6 часов. В итоге, если вы принимаете кофеин, пьете кофе в 7 часов, допустим, утра, после того, как примерно проснулись, и рука тянется за заветным напитком, место свободно для аденозина окажется в часов 15. И вас накроет волной накопившегося аденозина, вы почувствуете очень сильную усталость и дискомфорт. И снова рука потянется за живительным напитком. Если это произойдет, где-то в 9 часов начнет отпускать снова от кофеина, и повторная, еще больше, можно сказать, волна аденозина, потому что у нас все больше его копится в течение дня, потому что мы устаем, все больше тратим энергию больше к вечеру. Нахлынет вас в 9-10 часов, и казалось бы, еще можно ведь поработать, можно за компьютером посидеть, в социальных сетках покрутиться, а кто-то и ужинает в столь позднее время, и снова рука потянется за кофеинчиком, хотя все мы знаем, что поздно вечером пить его нельзя. В итоге, когда нужно спать, у вас бодрость, аденозина нет на клетках, и нарушится тогда сон. Вы заснете поздно вечером, часов в час, в 2 ночи, и утром, как побитые палками, проснетесь, и рука потянется снова за кофе. Вот такой порочный круг. Как же его разорвать? Потерпите 3 недельки без кофеина с утра до часов 12. Оптимальное время приема кофеина с 12 до 15. Тогда отпустит условно вас от него с 6 до 9, накроет волной аденозина, и в это время как раз спокойненько можно готовиться ко сну. Внимание, не пейте в это время кофе. Нужно завершить свои дела вечерние, поужинать спокойно, можно прогуляться и ложитесь спать. И так 2-3 недели. То есть пьем кофе с 12 до 15 дня. Это оптимально, чтобы полезные его свойства, а какие, я расскажу чуть позже потом, проявились, а вредные вот такие бодрящие их не было. Хорошего вам дня, пейте кофе на здоровье, напиток классный, пейте качественный, свежемолотый, заваренный, я обожаю кофе. Пока-пока!